Здравствуйте, меня зовут Владимир Калиновский. Я проживаю в городе Мироновка Киевской области, Украина. Хочу поделиться своим опытом, как я пришел к идее учителя Иванова и начал жить согласно этой идее. До встречи с идеей учителя Иванова я жил так, как и все люди. Учился в школе, много занимался спортом, служил в армии, учился в институте на инженера. Где-то 18-20 лет я заметил, что мое здоровье начало меняться, и не в лучшую сторону. Я начал болеть. Через 2-3 года у меня было несколько болезней органов пищеварения, несколько болезней простудных. Я часто попадал в больницу. Врачи, которые меня лечили, все делали, что от них зависело. Но, тем не менее, все мои болезни были при мне. И часто они переходили в острые формы, по нескольку болезней одновременно. Начали появляться также и новые болезни. Болезни позвоночника, аллергия на холод. От большого количества болезней я чувствовал очень сильную зависимость. Ощущение было такое, что я нахожусь как бы в каком-то заточении, что я не могу жить так, как все люди. В результате у меня началась депрессия. И я часто задавал себе вопрос, почему это происходит со мной? Зачем это все нужно? Еще возникали мысли о том, зачем вообще такая жизнь нужна, какой в этом всем смысл. Также я завидовал людям. Когда я смотрел вокруг, я видел, что люди живут как хотят, но болеют меньше, чем я. А я вот вроде бы ничего такого плохого не делаю, но очень много болею. Ну, так мне на тот момент я так думал. Ответа на мои вопросы, конечно же, не было. Вот. И в результате я попал в ситуацию, когда ощущение было полной безысходности, и я не видел никакого света в завтрашнем дне. И боялся будущего, потому что ожидал, что у меня будут новые болезни. По времени это был 1991 год. Мне было 25 лет. Вот. И у меня было на тот момент около 10 различных диагнозов. Но как раз в то же самое время распался Советский Союз. Появилось больше свободы, больше разнообразной информации. В том числе и о том, что можно изменить свое здоровье к лучшему с помощью нетрадиционных методов. Что, в общем-то, я и попытался сделать. И однажды на приеме у целительницы я услышал, что вряд ли мне поможет медицина или что-то подобное. Лучше всего, если я найду какую-то оздоровительную систему, идею или методику и начну с помощью этого работать над собой, чтобы самому изменить свое состояние здоровья. Ну, что я и начал делать. Я перепробовал много различных систем, идей и методов, в том числе также и советы учителя Иванова я пробовал выполнять. Я благодарен тем людям, которые на тот момент, имея опыт, не молчали, а передавали этот опыт. Проводились встречи, конференции, была информация в газетах, журналах, на телевидении. Я не могу сказать, что когда я узнал впервые об этой идее, то я понял, что вот это мое, это мне подходит. Скорее всего, наоборот. Некоторые советы учителя мне казались просто нереальными, потому что, например, обливаться холодной водой при простудных заболеваниях мне было страшновато.
Хотя впоследствии мне это очень понравилось. Я ощущал огромную радость в этот момент, облегчение и бодрость. Также меня удивляло то, что люди относились к учителю так, что его можно просить о здоровье, и он как-то помогает. Но со временем все же, когда я каждый в отдельности пункт попытался выполнять, я пришел к выводу, что это есть целая система, идея, и ее надо выполнять всю. Тогда она имеет эффективность, и тогда ее можно понять. Я последовал совету учителя, что если тебе что-то непонятно, то все же ты попытайся выполнять. Когда будешь выполнять, получишь опыт, это и будут твои знания. Вот. И на данный момент я очень благодарен учителю, потому что большинство моих болезней ушли. У меня есть много новых, хороших друзей. Я встречаюсь с интересными людьми. У меня нет тяжелых и плохих мыслей о жизни. В любом случае жизнь имеет смысл. Также я более оптимистично смотрю в будущее. Я хочу по-прежнему и в дальнейшем оставаться учеником учителя Иванова и быть полезным в этой идее. Много усилий и труда учитель приложил для того, чтобы передать свою идею людям. Ему пришлось около 12 лет провести в тюрьмах и психбольницах, где его несколько раз пытались уничтожить. Но он не остановился. Он действовал ради нуждающегося человека, то есть и ради меня. Многих людей учитель лично спас от самых тяжелых болезней и даже от смерти. Вот. И также сама идея многим людям помогла и помогает и сейчас. За это люди называют учителя Богом Земли. Бог Земли — это тот, кто помогает тогда, когда никто и ничто помочь не может. Я убедился это на собственном опыте. В конце я хочу сказать словами учителя, что учитель никого не заставляет и не хочет, чтобы он это делал, но просит. Все же надо хоть немножечко попробовать этими путями пойти. А раз попробовать, значит надо делать. Желаю всем здоровья, хорошего и успехов в жизни. Спасибо за внимание.